Здравствуйте, стрельцы! Сегодняшний второй прогноз мы делаем на неделю с 15 по 21 июня. Давайте посмотрим, что вас ожидает на следующей неделе, по дням недели. Я делаю расклад по дням, чтобы на каждый день достать по одной карте из основной, а затем из дополнительной колоды. Пока я перетасовываю карты, я напоминаю вам, что вы можете подписаться на мой YouTube канал, оставить лайк или сообщение. К тому же сейчас у меня еще проходит акция нумерологического разбора даты рождения. Можете в комментариях под этим видео, закрепленном комментарии моем, прочитать условия акции. Можете написать свою дату рождения или здесь, или на вкладке сообщества. Я увижу и там, возможно, она попадет в победившую дату, соответственно, я сделаю разбор ее. Итак, давайте посмотрим, стрельцы, что происходит у вас с 15 по 21 июня. Первая карта у вас понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Итак, первая карта, десятка жезлов. Усталость, загруженность, какие-то дела, которыми вы себя здесь загружаете, может быть, очень много над чем-то работаете. Есть ощущение вот этого вот именно, как, знаете, выгорания, да, что уже очень сильно устали от каких-то дел. Может быть, понедельник вам действительно дается тяжело, да, но вы со всей решительностью стараетесь все-таки эти жезлы дотянуть до самой верхушки горы. То есть вы, не покладая рук, не опуская рук, берете и делаете. Но такое ощущение, что вы чувствуете в какой-то момент, что а не зря ли я это выполняю, а не зря ли я на себе тащу столько обязательств, а не будет ли это ненужным каким-то грузом для меня, точно ли мне это нужно, а оценят ли потом мои усилия другие люди. То есть здесь вот такой момент может присутствовать. Ну, давайте посмотрим, что здесь еще есть у вас по десятке жезлов на понедельник. Карта принца или рыцаря кубков, карта водного знака зодиака. Кстати, может быть какое-то недопонимание со стороны водного знака зодиака здесь и скрытность со стороны такого человека. К тому же вы можете не всей информацией владеть. И по принцу кубков в чем-то как будто замыленный взгляд, то есть не видите каких-то вещей очевидных, стараетесь очень позитивно, оптимистично смотреть на вещи и все-таки тянуть вот эти свои жезлы, свой груз до конца наверх, потому что вы под влиянием этого оптимизма, энтузиазма стараетесь, да, свою решительность проявляете в том, чтобы эту задачу выполнить все-таки. Карта десятка пентаклей, карта благополучия материального в первую очередь, но также и семейного, потому что богатство — это не только материальные вещи, но это еще и ваши близкие, ваша семья, ваши дети. И по десятке пентаклей это хорошо здесь на этой колоде видно. Десятка пентаклей в целом еще показывает и какую-то мудрость, которую вы применяете здесь касаемо дел вашей семьи, финансовых, благополучия семьи, возможно, бюджета вашего семейного. Здесь в целом успех может быть как таковой материальный, в принципе, сулящий стабильность в вашем доме. То есть для зарабатывания денег очень хорошая карта. Может быть, приходят какие-то крупные деньги здесь вам. И тут же карта Иерофанта, которая традиционно тоже является, по сути, картой семьи, картой брака, картой традиций. То есть делать так, как принято в вашей семье по Иерофанту. Может быть, отмечать какое-то торжество, праздник, потому что в этот день вы это делаете. Да? То есть какая-то традиция может присутствовать. Но и опять-таки Иерофант — это мудрость. Мудрые решения финансовые, мудрые поступки, касающиеся семьи, духовность какая-то, касающаяся опять-таки вашей семьи здесь. То есть, ну, хорошая карта для вас. Для кого-то карта брака. Может быть, вас приглашают на свадьбу, потому что это карта брака, бракосочетания, иерофант, священник, да, духовник. И вместе с десяткой пентаклей, которая о семье говорит, может быть, да, действительно говорит и о таких вещах тоже. Следующая тройка пентаклей, карта взаимного какого-то участия, да, других людей
для выполнения общей задачи. То есть умение совместно с другими что-то делать, умение сообща в связке с другими людьми идти к общей цели, получать от них помощь и поддержку. И вы хотите больше помощи и поддержки, но вместе с восьмеркой мечей здесь могут возникать опять-таки сомнения, а правильно ли я делаю, а не подведут ли те другие люди, которые выполняют там другую часть работы, допустим, справятся ли они, помогут ли они вовремя. То есть какая-то уверенность немножечко поугасает в важном деле для вас. И следующая колесница — рывок вперед, прогресс, динамика и развитие, которое есть в четверг, возможно, в делах, да, в четверг, либо какая-то поездка здесь может быть, но вот с пятеркой мечей здесь как желание победить любой ценой, желание добиться прогресса любой ценой, любыми возможностями. Может быть, вы даже не думаете о тех последствиях, которые у вас будут, вы как будто бы считаете, что в любви, как на войне, да, все способы хороши, то есть любым способом добиться результата, несмотря на то, чем это может для вас обернуться, да, или какой ценой это будет, соответственно, получено. То есть здесь стремление двигаться к успеху, к той цели, которую вы себе наметили. Может быть, что-то связанное с человеком знака Рак и переживания, которое связано здесь с таким человеком, что-то связанное с какими-то тревогами, волнениями, соответственно, или что-то вас может расстроить касаемо транспорта. Следующая карта Короля Кубков у Стрельцов. Карта не вашей стихии, а водной. Может говорить про общение с водным знаком. Раки, рыбы или скорпионы. Здесь семерка жезлов. Вы можете справляться с какой-то критикой со стороны такого человека. Возможно, потому что есть семерка жезлов. Но вы выше этой критики. Потому что вы вот с энтузиазмом, с любовью заняты каким-то делом или решением каких-то ваших задач, ваших вопросов. И вас не беспокоит то, что думают окружающие, соответственно. Может быть, вы настолько что-то сильно любите, что вас не беспокоят какие-то проблемы или трудности, которые стоят на вашем пути здесь. То есть настолько вас вовлекает, вдохновляет здесь ваше любимое дело, возможно, да, то есть то, что вам нравится по семерке жезлов здесь делать, вы делаете и справляетесь стойко со всеми трудностями на вашем пути. Дальше двойка мечей, карта, которая идет рядом с двойкой жезлов, то есть на выходные дни какой-то явно выбор может иметь место, где вы должны принять решение, сделать выбор, но вы как будто не сильно торопитесь в принятии этого решения, потому что и двойка мечей показывает такую защитную энергию, мол, я не буду торопиться, не буду совершать опрометчивых шагов или действий, я немножечко повременю, как сдерживаете себя от лишнего шага, от лишней эмоции или лишнего действия здесь. И по двойке жезлов сначала пытаетесь разобраться, насколько тут второй вариант вам подходит. Или остаться с тем вариантом, который у вас есть, и ничего не меняет. То есть здесь вот что-то в таком духе происходит. И вот двойка мечей, которая здесь есть в субботу у Стрельцов, она выпадает с тройкой пентаклей, works, работа. Опять-таки какие-то мысли о том, стоит или не стоит что-то делать касаемо вашей работы. Стоит или не стоит просить помощи у кого-то, возможно, или помогать кому-то, кто просит об этой помощи. То есть вы здесь стараетесь разобраться прежде всего в своих чувствах, в своих эмоциях касаемо этого вопроса, то есть насколько вам хочется в это вовлекаться, насколько вам хочется этим заниматься. То есть ощущение, что вы сначала себя пытаетесь отгородить от какой-то совместной занятости, мол, я не хочу сообща что-то делать, я хочу повременить, отдохнуть, не знаю, сделать какую-то паузу. И следующая двойка жезлов, которая вот тоже об этом, по сути, выборе, да, и каком-то проявлении интереса касаемо второго варианта, где вы не торопитесь это решение принимать, тоже двойка кубков. Возможно, вам предлагается что-то в ваших отношениях, вашей второй половинкой, и вы здесь думаете, принять это предложение или нет, эту идею или нет, воплощать ее в жизнь стоит или не стоит, может быть, стоит ли какой-то следующий шаг делать касаемо отношений, или здесь вы проявляете интерес касаемо вашей второй половинки, какое-то любопытство, пытаетесь в чем-то разобраться, что вас может беспокоить, а здесь очень много такого, как, да, выяснения какого-то вопроса для вас важного. В двойке кубков может быть общение с детьми, то есть как интерес касаемо чего-то, что в жизни вашего ребенка, может быть, происходит. То есть парные отношения могут быть разные, это не обязательно любовные отношения, это и дружба тоже. То есть интерес касаемо там вашего друга, что в его жизни происходит. Какой-то момент, связанный опять-таки с выбором, с решением, которое должно быть принято.
Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака мы завершаем. Я всем желаю всего самого наилучшего. Берегите себя и до скорого!